Всем привет! Вот вязали мы, вязали, много чему научились, даже исправлять маленькие ошибочки в вязании, не распуская изделия, но бывает так, что изделие нужно распустить. Сегодня у нас будет видео, посвященное распуску изделия. Распускать буду двумя способами, которые наиболее часто использую. И про первый способ у меня было видео, но оно было на темной пряже, и там не очень хорошо видно. Поэтому я решила его добавить к этому видео, чтобы повизуальней про него рассказать. Он подходит для распускания изделия. Ну, во-первых, он ликвидирует самую большую ошибку, которая может случиться. Это когда вы распускаете, набираете петли на спицу, начинаете вязать, и стык этот будет виден. Вот чтобы не было стыка, распускать нужно не сразу целиком до того уровня, до какого вы хотите. То есть, допустим, я хочу распустить вот до этого места, где мы начали делать заужение. То есть начали петли со скосом делать. Но распускать я буду не прямо до этого места, а чуть-чуть меньше. Для чего? 2 ряда я оставлю как бы на исправление, на подъем петель. Сейчас мы прямо жестко распускаем. Для сборки я возьму спицу потоньше. Тут у меня есть возможность. Бывает так, что ты вяжешь, ну вот еще рядочек распустим. Так, и начинаю собирать на спицу. Собираю просто не особо заморачиваясь. Так, показываю просто, как мне вот идет. Перекрутилась, и вот пусть одна будет перекрученная петля, неважно. Мы сейчас просто соберем, чтобы были и ошибки, и все это видно. Тут вот у нас вообще как бы непонятно что, но мы это все собираем на спицу. Максимально стараясь не потерять. Но в принципе, если даже вы какую-то одну петельку где-то забудете, то она потом у вас найдется. Так, ну и начинаем распуск. Так, здесь мы первую спускаем и начинаем. Смотрите, когда я чуть-чуть тяну за вот этот хвостик, мне хорошо видно предыдущий ряд. И я его легко нахожу. Тут главное что? Одинаково продевать петли. То есть, если вы продеваете вот с этой стороны, то так и продевайте. Если продеваете с этой, то тоже так и делайте. То есть, не нужно то так, то сяк. Одинаково, абсолютно одинаково снимаем петли на другую спицу. Вот я натягиваю, видите, нить. Предыдущая петля видна. Что-то непонятное, это у нас был вот этот скос, я его тоже просто набираю, чтобы они не потерялись. Набираем, набираем. С одной стороны, вот я делаю с этой стороны, прямо с лица завожу в петлю и продеваю. Здесь, видите, проскочила. Значит, что? Значит, у меня вот эту петлю я должна просто переодеть. Это тот случай, если вдруг у вас какой-то ажур вязаный или что-то, накид вот непонятный. Значит, просто его накидываете на спицу, проверять будете после. Относится он к рисунку, не к рисунку, но как бы потерять его нельзя. И продолжаем так вот собирать. Так, тут у нас снова 2, но переодеваем. Вот еще. Вот еще. Тут у нас почему-то чего-то куда-то нет, все тянется. Значит, переодевать надо. Сейчас подцепили. Ну и вот, остался у нас еще один ряд, то есть распускать мы должны 2 ряда. Кстати, вот видно, что тут чего-то я намудрила. Но посмотрим, не буду ничего трогать, сейчас посмотрим. Теперь мы берем спицы, на которых вы реально вяжете. То есть сейчас мы брали тоненькие,
просто чтобы собрать петли. Сделали один распуск, и теперь мы берем спицы, которыми у нас было вязано. Вот они у меня. И начинаем собирать уже на эту спицу наш реальный вариант. Опять же, выбираете, либо вы сзади поддеваете, либо спереди. Но один вариант используйте. Ну, давайте я буду сзади. Вот я опять же оттягиваю петельку, и хорошо видно, видите, вот сама петля. Если ее оттянул, то очень хорошо видно предыдущий ряд. Так, вот тут у нас что-то непонятное. Накид опять же. Мы его переснимаем. У вас накидов не будет, потому что это, допустим, у вас было лицевое полотно. Просто здесь у меня вот так по орнаменту. И продолжаете так до конца ряда собирать все уже на спицы, которые вы вязали. Теперь у вас реально получается перенесенное вязание с нормальными. Так, вот здесь. Ага, все правильно поддеваю. То есть нужно оттягивать ниточку, тогда это вам позволяет видеть. Вот видите, эта петелька, в которую надо прицеплять, она хорошо видна за счет этого. Так, оп, соскочили. Так можно распускать примерно 2-3 ряда. 2 как минимум. Ну вот, мы все подцепили. Теперь смотрите, у нас что получилось в результате. Все петли смотрят в одну сторону. То есть вы будете вязать, вы уже не собьетесь, не спутаетесь, вы поймете, куда вам направлять петлю, если вы их неправильно повернули. Второй способ. Этот способ, повторюсь, он подходит для мелкого темного вязания, когда невозможно собрать на спицу сразу. Есть способ собрать предыдущий ряд на спицу таким способом. Вот. Допустим, будем распускать половину этого полотна. Ну, какой-то ряд, вот скажем так. Вы находите кромочную петлю. И дальше вам нужно очень четко видеть. Вот ряд, допустим, идет. Сейчас я поближе попробую. Вот ряд идет. И вам нужно видеть эти петельки. Это неплохо получается на светлом вязании, на толстом вязании. Он достаточно простой способ, но на крупных петлях. То есть тот вариант подходил, вы собираете 2 ряда, осторожно распускаете, и у вас все петли оказываются на спицах, даже там при любом мелком-мелком вязании. Здесь вариант при крупном. Опять же, вы берете спицу, какую попало, потому что, ну, в смысле, не какую попало, а потоньше, чтобы потом переодеть на нормальную спицу всегда проще. Толстыми здесь продевать, цепляться, ну, ни к чему. Итак, пробуем продевать. Вам нужно, цель такая, каждую петельку задеть за одну стенку. То есть вот у петли 2 стеночки. Сейчас я попробую еще покрупнее. Вот так. У петли 2 стенки. Вам нужно цеплять одну. Зацепили, идете в следующую петлю. Зацепили, идете в следующую петлю. Зацепили. Такой вариант сборки, если нужен распуск, хорош при вот крупном вязании, видите? Ну и тут небольшой кусочек, конечно, если очень-очень широкое изделие, ну я чередую, у меня то один способ используется, то второй. Какой вам сподручней будет, выбирайте сами. Но принцип вы поняли, вам нужно зацеплять одну часть петельки, либо первую, либо вторую. Вот как бы петля состоит из, видите, косичка из 2 частей. Вам нужно либо одну, либо другую подцепить. И так вы проходите весь ряд. Это чуть-чуть непривычно, необычно, но может быть на крупном вязании вам этот способ покажется удобнее, чем первый. Главное не пропустить ни одну петельку и главное не уйти в другой ряд. То есть вы должны идти четко по одной линии, иначе это все будет, не будет иметь смысла. Так, вот, вроде бы я все проделала. Получается вот такая штучка. Видите? У меня как бы ряд собран на спицу. Теперь я вытаскиваю спицу основную, на которой у меня было вязание, и пробую распустить. Если все собрано правильно,
должно получиться, что у меня все петельки будут на спице. И да, они у меня получились все на спице. Видите, на крупном вязании это очень быстрый и удобный способ. Но, повторюсь, на крупном, на мелком есть риск потерять петли, и тогда вам все равно придется 2 ряда как бы распускать, как вот в первом способе. 2-3 ряда бывает, зависит, если, конечно, у вас есть какие-то все-таки уже кусочки орнамента, накиды, вот эти вот воздушные петельки какие-то, то бывает, что и 3 ряда. Но зато это будет чистый стык, то есть... Очень частая ошибка в вязании бывает такая, что распускаешь вязание, набираешь, и если ты чуть-чуть где-то связал не туда повернутые петли, в лицевой глади они потом очень заметны. Поэтому тут нужно быть очень осторожным. Вот, пожалуй, это 2 способа, которые для начала вам нужно знать. То есть вязать изделия — это все очень прекрасно, но всегда бывает нужно распустить. Теперь вы к этому готовы. Все, встретимся в следующих видео.